Как вы думаете, какого размера самый большой кот в мире? Или сколько тонн весит самая гигантская корова? Я покажу вам аномально больших животных, которые выглядят как рисунок в какой-то фантастической книге, ведь люди рядом с ними выглядят как жалкие букашки. От кролика размером с человека до невероятно огромной лягушки, которая весит как крупная собака. А в конце будет обычный дождевой червяк. Правда, слегка переросток, потому что в длину он более 3 метров. Представляете? Приятного просмотра. На ферме Кена Ферли в Калифорнии обитает голштинский бык под именем Дэниел. Впечатляющие габариты этого животного привлекли внимание не только местных жителей, но и мирового сообщества. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему росту, достигающему 193 сантиметра, а также весу, превышающему тонну. В его скромный желудок влезает до 45 килограммов сена, 7 килограммов крупы ежедневно, а запивает это все Дэниел практически 400 литров воды. Многие удивляются спокойствию людей, находящихся вблизи этого быка, ведь не каждый решится подойти к коровам, а уж тем более к такому массивному и крупному животному, как этот бычок. Однако, несмотря на внушительные размеры Дэниела, есть в истории быки, которые еще больше впечатляют своими габаритами. Тут сразу вспоминается история Донетта, быка породы Кьянина, который жил на ферме в Италии в середине 20 века. Этот громадный бык весил 1 тонну 780 килограммов при росте в холке 1 метр 85 сантиметров и в возрасте 8 лет. Именно его многие считают абсолютным чемпионом за всю бычью историю. Но он покажется вам малышом в сравнении со следующим нашим рекордсменом. Африканский саванный слон действительно поражает своими невероятными габаритами. Его тело может достигать от 6 до 7,5 метров в длину, а высота составляет от 3 до 3,8 метров. В среднем самцы весят около 5 тонн, в то время как самки примерно 3 тонны. Самый большой официально зарегистрированный вес слона составил 12 тонн 200 килограмм. Внешний вид этого могучего животного уникален. Огромные уши, гибкий и длинный хобот, массивное тело, покрытое толстой серой кожей, массивные ноги и сильные бивни. Такое строение тела помогает слонам успешно существовать в суровых условиях жаркой и засушливой африканской саванны. Их большие уши протяженностью около 120-150 сантиметров выполняют функцию своеобразного кондиционера, помогая охлаждать тело животного во время знойных дней. Слон машет ими, будто это веер. Интересно, что у каждого слона узор кровеносных сосудов на поверхности ушей уникален, как отпечатки пальцев у человека. Кстати, биологи так и отличают разных особей, когда присматривают за ними на протяжении жизни. Кролики с их милыми и пушистыми хвостиками никогда не ассоциировались с какими-то гигантскими размерами. Просто маленький пушистик. Но сегодняшний чемпион по размерам среди кроликов действительно впечатляет. Его прозвали Дариус, его рост достигает удивительных 1,3 метра, а вес более 22 килограмм. Однако Дариус скоро может потерять свой титул. Его сын Джефф уже в свои 1,1 метра демонстрировал потенциал для дальнейшего роста, поэтому он вполне может превзойти своего отца в размерах. Владелица Джеффа, Аннет Эдвардс, убеждена, что так оно и будет. Ахатины или африканские улитки способны достигать действительно внушительных размеров. Эта улитка вырастает до 20 сантиметров в длину, что практически соизмеримо с размерами взрослой человеческой руки. Практически готовая маска для лица. По сравнению со своими товарищами, это фантастические габариты. Гигантские африканские улитки встречаются в различных местах Африки и стали серьезной угрозой для сельскохозяйственных культур. Их огромный размер сочетается с высоким аппетитом. Эти улитки много едят и быстро размножаются. Это делает их одними из наиболее разрушительных и инвазивных видов, способных причинить значительный ущерб урожаям и экосистемам и без того бедствующего континента. Но давайте поговорим про собак. Зевс был поистине огромным псом.
Стоя на 4 лапах, его рост достигал почти 112 сантиметров, а когда он вставал на задние лапы, его высота достигала удивительных 213 сантиметров. Этот добрый гигант весил 165 килограммов и завоевал мировую известность благодаря своим внушительным размерам, внесенным в Книгу рекордов Гиннесса. Кевин и Деннис Дорлок, владельцы Зевса, утверждают, что он с легкостью съедал почти 14 килограммов корма за 2 недели и предпочитал пить воду прямо из кухонной раковины, стоя на всех 4 лапах на полу. Его размеры были настолько огромными, что для его перевозки требовался целый грузовик. Часто возникал вопрос: это пес или конь? Так хозяева Зевса шутили, отвечая на частые запросы людей о его породе. К сожалению, Зевс ушел из жизни в 2014 году, не дожив до своего 6-го дня рождения. Птицеед Голиаф, обитающий в амазонских джунглях, может испугать даже самого спокойного фаната пауков. Хоть его и прозвали птицеедом, но он относится к семейству тарантулов, крупных и ядовитых пауков, которые обычно ведут одиночный образ жизни. Птицеед Голиаф населяет тропические леса Южной Африки. Его вес может достигать поразительных 175 граммов, что для паука является весьма значительным показателем. Несмотря на свое название, эти пауки, на удивление, не охотятся за птицами. Они предпочитают питаться скорее змеями, грызунами и жабами, близкими по размеру к себе. Хотя птицеед Голиаф может вызывать у людей определенный страх из-за своего внушительного вида и веса, важно помнить, что в мире пауков существует множество и более опасных представителей, которые будут меньшего размера, но при этом гораздо более агрессивными и ядовитыми. Ох, какой красавец! Геркулес – знаменитый лигр-гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой. Он входит в историю как самый большой представитель кошачьих в мире. Установленный в 2014 году рекорд Гиннесса подтвердил его вес в 418 килограммов. Проживающий в сафари-заповеднике Миртл-Бич в Южной Каролине, Геркулес поражает своими размерами – 335 сантиметров в длину и 152 сантиметра в высоту. Ежедневный рацион этого лигра составляет чуть более 13,5 килограммов мяса, что равно весу 2-летнего ребенка. Благодаря своим габаритам Геркулес невероятно быстро передвигается и способен прыгать на невероятные 10 метров. Что показывает, что котик не жиреет, а все идет куда надо, ведь такая прыгучесть – невероятное достижение для животного подобного размера. Но это все равно дикий кот. А что по поводу домашних пушистиков? Мейн-куны считаются самой крупной породой в мире домашних котов. Хвостатые, с густой шерстью и обычно имеющие размеры около 100 сантиметров от носа до кончика хвоста. Одним из впечатляющих представителей этой породы является Людо, чей рост в 17 месяцев достиг поразительных 114 сантиметров, а вес составил почти 11 килограмм. Хоть вокруг мейн-кунов и ходят легенды про злобный характер, но это просто стереотип, который связан с их визуальной мощью и суровыми чертами мордочки. Но на самом деле мейн-куны славятся своей ласковостью, и Людо не исключение. Хотя, как говорит сама хозяйка, далеко не все решаются погладить столь гигантского кота, опасаясь его огромных зубов и мощных лап. И совершенно не важно, что в душе это гигантский милый лучик света. Самым большим конем, который зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса, считается Большой Джейк. И поверьте, он действительно большой. Его рост составляет почти 210 сантиметров, а его вес при рождении превышал 108 килограммов. На 23 килограмма больше, чем обычно у представителей его породы. Несмотря на внушительные размеры, Джейк был очень дружелюбен к людям и имел много поклонников, восхищающихся его величием и спокойным характером. К сожалению, в 2021 году он скончался, но его габариты пока никто не переплюнул. Китайская саламандра представляет собой не слишком приятное животное, вес которого может достигать 70 килограмм, а вот длина аж до целых 2 метров. Это самое крупное земноводное, которое существует на данный момент. Этот вид обитает в холодных горных реках Восточного Китая и на некоторых маленьких островах Южной Японии.
Эти существа имеют удивительно древние корни. Их предок отделился от основной линии саламандр еще в юрском периоде. Хотя их внешний вид кажется незначительным и бесформенным, их кожа на самом деле бугристая, твердая и покрыта слизью, что помогает им избежать шлифовки поверхности течением реки. Эти странные создания ведут затворнический образ жизни, пребывая на дне водоемов, охраняя свои территории и охотясь на мелкую добычу, такую как рыбки, ракообразные или насекомые. У них почти нет зрения, и они полагаются на орган сенсорного восприятия, чтобы обнаружить добычу через вибрации воды на поверхности их кожи. Летом они пытаются обеспечить продолжение своего рода, приплывая в спокойные воды для размножения. Самцы находят места для нереста, а затем привлекают самок. После оплодотворения самка откладывает икру в заранее приготовленное укрытие, которое готовит самец. Он же и охраняет икру до ее вылупления. Взрослые саламандры могут дышать кожей, слизистой оболочкой ротовой полости, а также легкими, однако лишь единицы из множества мальков выживают до взрослого возраста. В их среде распространен каннибализм, а еще их очень любят вылавливать китайцы, которые готовят из саламандр различные настои и лекарства. Сейчас эти животные на грани полного вымирания. Элиас Буфорд Батлер из Джексона, штат Теннесси, был обладателем свиньи, которая носила имя Большой Билл, и в 1933 году была признана самой крупной в мире. Размеры этой поразительной хрюшки действительно впечатляли. 152 сантиметра в высоту, 274 сантиметра в длину и невероятные 1157 килограммов веса. На данный момент ни одна другая свинья не достигла подобных габаритов, что делает Большого Билла уникальным случаем. Были также свидетельства и о другой огромной свинье, которая достигла веса 900 килограммов всего за 5 лет своей жизни. Однако в 2009 году эта хрюшка умерла из-за проблем со здоровьем, вызванных ограниченной подвижностью. Свинья практически не могла передвигаться из-за своего колоссального веса. Страшно даже подумать, сколько корма требовалось каждый день, чтобы прокормить такого монстра. Гигантская лягушка, известная также как лягушка-голиаф, хоть и не представляет угрозы для человека, но своими размерами может вызвать удивление или даже панику при личной встрече. Этот вид является одним из самых крупных среди лягушек. Некоторые экземпляры могут достигать длины более 30 сантиметров, что делает их гораздо больше стандартных лягушек. Головастики лягушки-голиафа начинают свое развитие с размеров, схожих с другими видами взрослых лягушек, однако впоследствии они стремительно растут. Этот вид обитает в Камеруне и других районах Африки. Несмотря на свои габариты, лягушка-голиаф не является лучшим примером родительского поведения. Самка складывает яйца и затем исчезает, не обеспечивая заботу о потомстве. Поэтому выживает один из сотни мальков. Японский краб-паук, как правило, вызывает ассоциации с изысканным блюдом, подаваемым на берегу моря с бутылкой хорошего французского вина. Однако, встретив этого представителя крабов, достигающего размеров до 548 сантиметров в длину и весом почти 20 килограмм на темном и холодном пляже, многим приходит в голову иная ассоциация, когда на блюде именно они. Хотя японский краб-паук выглядит пугающе среди других крупных видов крабов, он обладает относительно мягким характером. Удивительно, что во многих регионах Японии этот вид краба является деликатесом и употребляется в пищу. Тем не менее, численность японского краба существенно сократилась, и в настоящее время предпринимаются усилия по сохранению этого самого крупного членистоногого в мире. Про огромных змей слышали все, ведь их так любят показывать в голливудских фильмах. Но что известно про самую большую змею в реальной жизни? В 2011 году в штате Миссури, точнее в Канзас-Сити, был обнаружен питон длиной в удивительные 762 сантиметра. Этот питон, по оценкам ученых, достиг возраста около 10 лет. Чтобы его поднять, потребовалось усилие 15 человек. После пойманной змее было дано имя Медуза, и она была передана в местный террариум. В зоопарке ее кормили оленями, кроликами и даже ястребами. Медуза была способна съесть 36-килограммового оленя за один присест.
Ящер по имени Лолонг стал самым крупным крокодилом в неволе. Его рост составлял 6,17 метров, а вес – сумасшедшие 1075 килограммов. Этот морской крокодил был пойман в заливе Будда-Вонг на Филиппинах в 2011 году, благодаря сотрудничеству местных властей и охотников на крокодилов. Лолонг оказался достаточно агрессивным и чуть не прикончил побеспокоивших его людей. На момент захвата ему было около 50 лет, но через пару лет жизни в зоопарке он, к сожалению, умер. В саванне Лос-Льянос наблюдается удивительное природное явление – суралис. Это удивительная пейзажная мозаика на земле в виде проходов, башенок и траншей. В некоторых частях эти курганы могут быть шириной до 5 метров и высотой до 2 метров. Между ними простираются узкие проходы, заполненные водой, создающие сложный лабиринт, который может сбить с толку любого путешественника. Ученые были поражены открытием, сделанным в 2016 году, когда им удалось выяснить, кто именно создает эти уникальные природные картины. Оказалось, что за формирование суралиса отвечают, внимание, гигантские дождевые черви – андиоринусы, достигающие в длину 1 метр. Дождевые черви питаются почвой, извлекая питательные вещества и выбрасывая непереваренные остатки на поверхность. Каждый червь оставляет свои отходы в одном и том же месте, постепенно создавая высокие и большие холмы из земли. Годы и десятки тысяч червячьих туалетов формируют уникальные суралисы. Но андиоринусы не являются самыми крупными из дождевых червей. В Австралии существует дождевой червяк мегаскалидес, достигающий 3 метров в длину и 5 сантиметров в диаметре. Они издают громкие звуки из земли, напоминающие хлюпанье или причмокивание, когда роют свои норы. Удивить могут не только жирафы и бегемоты. Иногда люди сами откармливают животных до каких-то невероятных размеров. На этом у нас на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если оно было интересным и полезным. И до встречи в следующих видеороликах. Пока!